Чингук, центр BTS. Чимин только что исчез из поля зрения. Неожиданный слух снова потряс мир К-поп, особенно ARMY. Центральная позиция BTS, по сообщениям, претерпевает серьезные изменения. Говорят, что Чингук теперь берет на себя роль центральной фигуры группы, в то время как Чимин, похоже, исчез из поля зрения. Вопрос в том, что на самом деле происходит за кулисами. Годами BTS были известны как группа с динамичным составом. Хотя официальной, центральной позиции нет, публика и наблюдатели часто оценивают, какой участник группы наиболее заметен во время каждого камбэка. В последние годы Чимин неизменно был в авангарде. Но теперь эта тенденция, похоже, меняется, и ARMY начинают это замечать. Недавние выступления Чингука, включая его сольные промоушены, международные фотосессии и даже неожиданное появление на престижном зарубежном музыкальном мероприятии, еще больше укрепляют мнение о том, что «Золотой Макне» теперь занимает доминирующее положение. Он не только лицо различных международных компаний, но и самая частая фигура в официальных материалах и социальных сетях. Но подогревало слухи отсутствия Чимина на публике в последнее время. Чимин, известный своими активными и близкими отношениями с фанатами, внезапно исчез из прямых трансляций, пропустил групповые фотосессии и даже неделями не публиковал обновления в социальных сетях. Многие задавались вопросом, это часть стратегии? Или же у его отсутствия была более личная причина? Некоторые ARMY предположили, что это часть стратегии HYBE, направленной на то, чтобы сосредоточить все внимание на сольной карьере Чингука. С другой стороны, начали появляться и более эмоциональные теории. Может быть, Чимин переживает трудные времена или готовится к чему-то гораздо большему. Примечательно, что источники в индустрии заявили, что отношения между Чингуком и Чимином остаются крепкими. Более того, они, как сообщается, по-прежнему часто обмениваются сообщениями и поддерживают проекты друг друга. Это, казалось бы, развеяло слухи о том, что Чимин отстранен из-за внутреннего давления. Однако для многих поклонников отсутствие Чимина по-прежнему оставляет чувство пустоты. Многие признались, что скучают по теплу и ярким улыбкам, которые были ключевой частью идентичности BTS. Петиции на страницах группы и тренды, такие как решетка Емис Сьоу Йимин и решетка Уэрис Джимин, распространяющиеся в различных социальных сетях, демонстрируют степень энтузиазма ARMY и чувство утраты по отношению к певцу. С другой стороны, присутствие Чингука в качестве центральной фигуры демонстрирует его необычайную зрелость и харизму, которые продолжают расти. Сейчас он считается разносторонней фигурой, способной лидировать визуально, вокально и хореографически. Несмотря на то, что его называют центром, Чингук часто отвергает этот ярлык, утверждая, все участники BTS — центры по-своему. Означает ли это, что роль Чимина как эмоционального центра группы сменяется? Или он готовит большой сюрприз, который потрясет мир по возвращении? Однако за яркой миной, прикованной к Чингуку, Чимина окутывает тишина, необычная тишина, которая, в свою очередь, трогает сердце его поклонников. ARMY начали искать зацепки, старые фотографии, записи прошлых концертов и прямые трансляции, все в попытке ответить на один вопрос – куда делся Чимин? Ходили слухи, что Чимин решил на время отойти от внимания, чтобы перестроиться. Инсайдер заявил, что после напряженного промоушена в прошлом году Чимин почувствовал необходимость переосмыслить свои отношения с музыкой, сценой и даже самим собой. Он не ушел. Он искал чего-то более честного, сообщил источник. Однако самый трогательный момент произошел с самим Чингуком. В интервью, которое стало вирусным среди корейских и японских ARMY сообществ, Чингук неожиданно упомянул Чимина, когда его спросили, кто придает ему больше всего сил, когда ему грустно. «Если бы не Чимин Хён, я бы, возможно, уже не раз сдавался», — тихо сказал он, опустив голову и погрузив зал в тишину. Это признание и стало для поклонников взрывом эмоций. Многие не смогли сдержать слез, особенно когда Чингук добавил, что, хотя в последнее время их редко видели вместе, их общение никогда не прекращалось. «Нам не нужны камеры, чтобы быть рядом», — сказал он. Вскоре после выхода интервью в эфир по фан-сообществам разошлась загадочная фотография. На ней были запечатлены спины двух очень знакомых мужчин, сидящих в небольшом кафе у реки Хан ночью.
Многие считают, что Чимин и Чингук тайно встречаются во время перерывов в своих графиках. Значит ли это, что, хотя Чимин и исчез, он все еще за кулисами, поддерживая друга и брата одновременно? Истории об их близких отношениях. Не просто слухи. Чимин и Чингук поддерживали друг друга еще со времен трейни. Старшего Чимина часто называют убежищем для Чингука, когда бремя «золотого мальчика» становится слишком тяжелым. С другой стороны, Чингук также стал источником поддержки для Чимина, который порой бывает слишком строг к себе. Сейчас, когда Чингук находится в центре внимания, а над Чимином нависла тень вопросов, их отношения подвергаются испытанию не физической дистанцией, а восприятием внешнего мира. Некоторые обозреватели индустрии называют это важным переходным моментом. Дело не в том, кто сияет ярче, а в том, как они дают друг другу пространство для роста, написал известный колумнист КПоп. Он добавил, что отсутствие Чимина может быть самой искренней формой поддержки, позволяя Чингуку полностью раскрыться на сцене, не чувствуя себя подавленным ожиданиями группы. Арми все еще скучают. Им не хватает улыбки Чимина, наблюдавшего за Чингуком из угла сцены. Они не хватает момента, когда они обменялись взглядами перед тем, как спеть дуэтом. Они не хватает безмольных объятий, короткого шепота и тихого смеха, которые не сходили с камер фансайта. Растут слухи о том, что Чимин готовится к крупному сольному проекту. Некоторые источники сообщают, что он работает над глубоко личным альбомом, наполненным текстами, которые он написал сам, включая песню, посвященную Чингуку. В песне, как сообщается, описывается, каково это — наблюдать, как его младший брат превращается в мировую звезду и как он пытается найти себя в постоянно меняющемся центре внимания. Сам Чингук, похоже, осознает неизбежность этих перемен. В своей последней прямой трансляции он остановился, читая комментарии Арми, которые спрашивали о Чимине. На его глазах навернулись слезы, прежде чем он сказал: «С ним все хорошо. Вы просто его еще не видели, но он вернется сильнее, чем когда-либо». Это заявление сразу же вызвало мировой хэштег «Решетка Еменил Бебочк». Армии из разных стран начали присылать сообщения поддержки не только Чимину, но и Чингуку, потому что они знают, что один не может быть один без другого. В конечном счете, история Чимина и Чингука — это больше, чем просто история двух айдолов, находящихся в центре внимания на мировой сцене. Это история настоящей дружбы, о том, как два сердца срастаются посреди бурь, поддерживая друг друга, когда мир кажется слишком шумным, и оставаясь связанными, даже когда их пути порой расходятся. От грандиозных сцен до тихих пространств без камер, от записанного смеха до скрытых слез их близость невозможно купить или подделать. Неважно, какое давление со стороны индустрии, сколько слухов циркулирует или насколько велико расстояние между ними, эти двое доказали одно непоколебимое: что настоящая связь не нуждается в подтверждении внешнего мира. Чимин может выбрать тишину, а Чингук может сиять ярче, когда один. Но в тишине сила. И в этом свете тень друга, который всегда рядом, подбадривая, оставаясь незамеченным. Армии это знают. Это знает весь мир. И они ждут с терпением и любовью, чтобы снова увидеть Чимина, стоящего рядом с Чингуком, как прежде. Как всегда.